Всем привет, меня зовут Дарья, и вы на моем канале Свитербург. В этом видео мы поговорим обо всем вязальном понемногу. И невязальная новость видно сразу на экране. Я подстриглась, весна не обошла меня стороной, захотелось каких-то изменений. И, в общем, я лишилась длины, которую отращивала очень долго, но, в принципе, ни о чем не жалею. Единственное, что нужно привыкнуть к тому, как это все укладывать. Но надеюсь, что в кадре все нормально. Об этом я узнаю, конечно, на монтаже, но тем не менее. Теперь перейдем к вязанию. Те, кто смотрел предыдущее видео, знают, что я начала кардиган Закури от Норика и Чикаго. И ссылки на описание и название пряжи, все было в предыдущем видео. Можете посмотреть там или в описании под ним. Где-то точно будет. И вот сейчас он у меня вот на таком этапе. Я почти что довязала регланные линии. И мне осталось буквально рядов 10-13 до подрезов. И сейчас этот процесс продвигается очень медленно, потому что я ряда 4, наверное, вяжу около часа. Ну, в общем, в принципе-то уже, учитывая, что осталось 10-13 рядов, это не так много. Чуть-чуть я стала переживать по поводу выбранного размера. Я выбрала 2 размер. И изначально сомневалась, что, может быть, надо было вообще выбрать 3 размер. И оказалось то, что разницы между ними вообще никакой в плане на начальных этапах. Потом уже только идут расхождения. Но я все еще могла бы заскочить в тот вагон. Но у меня теперь сомнения, может быть, мне надо было вообще 1 размер выбрать, потому что как будто бы, несмотря на то, что он оверсайз, можно было выбрать и поменьше размер. Но я посмотрю, я довяжу регланные линии, примерю на себя и уже решу. Сам кардиган мне нравится пока, как получается. Описание тоже пока что все супер понятно и вопросов не возникало. Единственный вопрос, который у меня есть, это вывязывание отверстий для пуговиц. Я вязала кардиган крючком, и там как бы вывязать отверстия для пуговиц — это вообще не проблема. И в спицах это достаточно тревожный для меня вопрос, потому что я этого не делала. Поэтому, собственно, это первое, что я посмотрела в этом описании. И способ очень странный. Я не знаю, как-то он не совсем мне нравится. В общем, как делается в описании. Не знаю, насколько это вообще можно показывать, рассказывать, но, в общем, покажу. Раздвигаются петли, просто туда вот так вот просовывается палец и обметывается по краям. И как-то это вот, ну не знаю. В принципе, кардиган достаточно рустикальный, я не думаю, что это его как-то испортит, но, тем не менее, не настолько петли раздвигаются, чтобы туда прошли пуговицы, которые я хотела. Потому что, ну вот, смотря на вот эти планочки, я бы хотела все-таки пуговицы побольше, чтобы они как-то смотрелись более гармонично. Но я не знаю, я посмотрю, может быть, как-то и впихнется все. Но, в общем, будет видно. Это еще все равно далеко-далеко. Ну, не так далеко, конечно, но тем не менее. С кардиганом пока что все. Еще я хотела показать то, что я купила для него пуговицы. И пуговицы-то я купила, только вот мне теперь не совсем нравится, как они смотрятся с полученной композицией моих пряж. В общем, пуговицы я заказала из магазина Суходол. Это бумажные пуговицы. Выглядят они вот так вот. И можно заметить то, что они более холодного цвета. И мне не совсем нравится, как это выглядит. Я однозначно хочу, чтобы они, не прям сливались с кардиганом. Возможно, я возьму более темные пуговицы, и они будут сочетаться с крапушками, но, в общем, я пока что думаю. И пуговицы, вот как я и сказала, я заказывала в магазине Суходол. И посмотрите, какая у них чудесная открыточка. Это же просто потрясающе. Обожаю их открытки. У меня, правда, только 2, но мне уже очень нравится. И на этом с кардиганом все. Перейдем к носочкам из предыдущего видео. Я их закончила. Вот такие веселые, жизнерадостные они получились. Мне очень нравится и вот этот морковный цвет, и вот этот лаймовый. Как вообще они вместе отлично подружились. И все с этими носками было бы прекрасно, если бы не одно «но». Я не знаю, что со мной произошло, но, в общем, у меня скаканула плотность, и, скорее всего, на камере будет видно, что вот этот носок, он
более такой расхлябанный. В общем, плотность у меня достаточно сильно изменилась, и они немного или много, не знаю, но, в общем, они отличаются. И я решила, что я не буду их перевязывать, а просто эти носки будут у меня домашние, и я свяжу еще одни такие, просто поменяю местами зеленый и оранжевый. Цвета я все подписывала в предыдущем ролике, поэтому не буду дублировать. По ходу работы у меня возникало несколько разных косяков. То я забуду вывязать цветную пятку, то там я вот эти цветные полосы все не могла подогнать так, чтобы мне это все нравилось. Ну, в общем, в итоге закончила. И ладно, спрятала эти миллиарды кончиков. И после этих носков я поняла, что я хочу новые блокаторы, потому что у меня первые были, которые регулировались под разные размеры, и они, ну, такие прям, они хороши вот как первые блокаторы, а потом хочется, конечно, что-то другое. Вот эти блокаторы, они уже чисто на мой размер, чтобы не морочиться вот с этими вот раздвиганиями и закручиванием всего. И мне не нравится, что они достаточно узковатые, и мне бы хотелось все-таки пошире, чтобы полотно расправлялось. Поэтому, думаю, может быть, посмотрю на Hollywood, потому что у меня были их блокаторы, но они есть, блокаторы на варежки и перчатки, и мне они, в принципе, нравятся. Поэтому, возможно, стоит рассмотреть именно их, может быть, что-то другое. Не знаю, подумаю. Конечно, после такого скачка плотности хотелось сделать перерыв от носков, но что-то пошло не так. В своем телеграм-канале я говорила то, что весна сподвигла меня на то, чтобы я попробовала что-то новое, и, собственно, об этом мы сейчас и поговорим. Однажды, листая Pinterest, я наткнулась на вот эти потрясающие носочки с овечками, которые в переводе называются «пастушьи носки». И, собственно, я сразу побежала искать описание, и нашла я его только на Ravelry на английском языке. Это меня не остановило, я все-таки его купила и перевела. Переводила я с помощью переводчиков, ничего такого, без каких-то сверхзнаний. Для вязания этих носочков я хотела, чтобы пряжа была одного артикула, и, собственно, это пряжа от Lang. Вот такая вот подборочка цветов у меня произошла. И, собственно, теперь перейдем к самим носкам. Сразу скажу то, что жаккард я никогда не вязала, и, выбрав это описание, я понимала, что очень сильно рискую, потому что это носки, а носки для первого изделия жаккардом не особо-то подходят. Но, тем не менее, я решила, что надо рискнуть. И первый носок стал моей неудачей. Я довязала его вот до такого этапа. Здесь как вообще все устроено? То, что сначала вяжется пятка, потом вот эта вот часть расхождения, которая состоит из 6 секций, собственно, 3 на одной стороне, 3 на другой. Вот эти вот 2 потом сошьются посередине трикотажным швом, и здесь продолжится вязать стопа, а здесь паголенок. И изначально автор тоже предупреждает, что это похоже либо на шляпу, либо на фильтр от кофе, и, собственно, так оно и есть. Но в чем моя проблема произошла? То, что я не попала в плотность. Я, видимо, как-то перетянула жаккард, я вязала все одним размером спиц, и, видимо, зря. Но выглядит, я думаю, достаточно симпатично. Я уже даже этому радовалась как ребенок, потому что, ну, это настолько удивительный процесс, когда ты просто из каких-то нитей создаешь что-то такое невероятное. Но, в общем, я решила не останавливаться и сделать еще один вариант. И второй вариант выглядит следующим образом. Здесь уже для жаккарда я спицы взяла на 0,5 мм больше. И этот вариант вроде как попал в плотность, и овечки сидят в более нужном месте. Конечно, здесь много косяков, где-то там все равно как-то я перетянула ниточку, где-то у меня какие-то дырочки есть, где-то, ну вот, изнанка не особо красивая. В принципе, для первых носков жаккарда меня это совершенно не смущает. Как это получилось, так это и получилось. Это первая проба, так скажем, и ничего страшного в этом нет. На ошибках учимся, поэтому я не буду
100 тысяч копий этих носков делать, чтобы они у меня получились. Просто сделаю как есть. В дальнейшем, если набью руку, может быть, когда-нибудь сделаю лучше. Надеюсь, что кому-нибудь из людей, которые посмотрят это видео, идея тоже понравится, и они тоже захотят себе сделать такие носки. Поэтому, если вы решитесь на это и сделаете, то делитесь своими фотографиями, мне будет очень интересно. На этом про эти носочки мне пока что нечего сказать. Оставлю ссылку на описание в инфобоксе, на всю пряжу, которую я использовала для этих носков. И перейдем к следующему. Еще я вам сегодня хотела показать несколько образцов. Начнем, наверное, с того, что у Даши с канала Малеева Knits вышло описание джемпера Мелисса. И я его очень долго ждала. Купила почти что в первые секунды. И побежала искать пряжу на образцы из своих запасов. В своих запасах я нашла вот такую бобинку, такого красивого темно-изумрудного цвета. И это Пастоль, артикул Пастораль, 213, 100% шерсть ягненка, 100 грамм, 350 метров, цвет изумруд. И, собственно, я связала образец на спицах 4,5. Образец вяжется узором. Он, скорее всего, еще не отстиран. Но, тем не менее. В общем, скорее всего, я думаю, он еще может подраскрыться, но, тем не менее, он очень сухой и очень колючий. Он прям такой, царапучий. Колючий, царапучий. И мне не совсем хотелось бы использовать эту пряжу на именно этот джемпер, учитывая, что плюсом к этому у меня есть ограничивающий фактор в граммах. Мне кажется, что у меня не хватит. Точнее, как по граммам не хватает, а вот по метражу у меня не хватит. Поэтому я быстренько отказалась от этой идеи, даже не стала вязать еще какие-то образцы из этой пряжи. И я решила, что отличный повод, чтобы купить что-то новое. И чем-то новым для меня стал желанный мною артикул от Zegna Barufa Baba. Он такой очень красивый, насыщенный синий цвет, немного меланжевый, и выглядит потрясающе. Он супер мягкий в бобине, и много хорошего о нем слышала. Это 70% меринос, 30% кашемир, 1500 метров на 100 грамм. И что я хотела еще вам рассказать. Как я планировала это вязать? У меня сейчас 4 вот таких конуса. И изначально был один конус вот такой, и второй конус со всем остальным. И я планировала вязать с одной бобины в 3 нити, а с другой просто вот так вот. Скажу я так, это было очень плохой идеей, потому что, во-первых, ниточка, она такая немного пружинистая и легко рвущаяся. То есть, когда я ее вытягивала, она вот так вот вся еще начинала как-то там комкаться, и при любом неловком движении она рвалась, и я поняла, что это ерунда какая-то. И побежала, чтобы мне размотали этот конус еще на 3. И вот, собственно, у меня теперь 4 конуса, и так гораздо удобнее. Сразу хочу сказать еще фактор, который влияет на работу с этой пряжей, то, что она скользкая. Я начала вязать эту пряжу на металлических спицах и поняла, что я свернула не туда, потому что это все так скользило, а учитывая, что образец вяжется узором, это просто превратилось в какую-то пытку. Я думала, я сойду с ума. И я пересняла это все дело на Knit Pro Ginger. Лучше вообще не стало. В итоге я пересняла это на новые Чагу, и с ними вот, кстати, нормально. Ничего не скользило, все было отлично. Но мне кажется, что на каком-нибудь бамбуке было бы вообще замечательно. Собственно, я связала первый образец. Он вот такой вот... Так, где у меня здесь верх, где низ? В общем, это вот такой вот малыш. И я вязала его на спицах 4,5 и совершенно не попала в плотность. Но что я хочу сказать? Он такой мягкий, он такой приятный, он просто вот это воплощение нежности. Мне так нравится. Это просто потрясающая пряжа, она прекрасно раскрывается. Возможно, я ее здесь немножечко сваляла, потому что я стирала этот образец, я не знаю, раз 7, наверное. И
скорее всего, на последней стирке что-то пошло не так. И второй образец я вязала на спицах 5 мм, и тут я уже попала в плотность. Он уже побольше. Я его немножечко тоже подсваляла под последнюю стирку, потому что стирала я, правда, очень много раз, в надежде, что вот эти полосочки, дорожки, вернее, которые между скрещиваниями, что они не будут просвечиваться. В принципе, если на кожу вот так положить, то ничего не просвечивает, все хорошо, и учитывая, что я там на какую-то футболку буду носить, ничего в этом страшного нет. И я все-таки остановлюсь на этом артикуле, потому что, учитывая, что джемпер этот достаточно такой трудоемкий и очень эффектный, хочется, чтобы он был из какой-то такой супер приятной пряжи, чтобы из него не хотелось вообще вылазить, поэтому я, собственно, вариант с ягненком сразу отмела, потому что знаю, что вот это вот какое-то ощущение колкости меня будет дико раздражать, и вряд ли я буду потом это постоянно носить. А здесь это вот, ну, это супер приятно. В общем, всем рекомендую этот артикул, и перейдем к следующему. Следующей покупкой я делилась в своем телеграм-канале. Это вот такой потрясающий моток, огромный, пушистый, воздушный. Очень мне нравится, он такой веселый. У меня всего 4 таких мотка. Это планируется пряжа на описание новое от Маргариты Тереховой «Карди на выгуле». И я уже связала образец из нее. Образец получился невероятно мягким, воздушным, пестрым. Но, скорее всего, потом этих крапушек будет как-то поменьше, в плане того, что они рассеются по полотну. Но, тем не менее, очень красивая пряжа, мне очень понравилась. И вопрос с пуговицами все еще актуален, что с тем кардиганом, что с этим, который я еще не начала. В общем, не знаю я, что сюда подобрать, потому что я заказала пуговицы, они оказались какими-то очень такими акцентными. А сюда хотелось бы что-то более такое нейтральное, поэтому я пока что думаю. И сам кардиган, я думаю, свяжется достаточно быстро, потому что тут номер спиц достаточно большой, поэтому я думаю, что 4 мотка и свяжутся просто молниеносно. По крайней мере, пока что я так думаю. За это время у меня случилось еще 2 покупки. Это вот такая щеточка для снятия пилинга. Я ее уже немножечко испробовала. И причем не на вязаном изделии. У моего мужа есть брюки, штаны, как это назвать. Короче, из материала, вот как толстовка. И они очень сильно закатались, и я решила попробовать, поскольку там такие катышки, которые не снимает моя машинка Xiaomi. Я решила попробовать вот этой штучкой, и все отлично снялось. Я настолько довольна, что не передать. Классная вещь. Наверняка она и для вязаных вещей будет полезна, но пока что для вязаных я ее не использовала. Это в будущем, потому что пока что у меня все в достаточно хорошем состоянии, так скажем. Это первая покупка. И вторая покупка — это иголочки трикотажные Хамонако. Вот так они выглядят. Мне кажется, что я уже могу снять какой-то отдельный мини-ролик про вот эти трикотажные иглы, вернее, не про эти, а вообще про все мои трикотажные иглы. Это уже 5-е, и они мне понравились пока что больше всего. Они вот прям золотая середина. У них, если большое ушко, то и сама игла достаточно толстенькая. Если это тонкая игла, то тут и ушко само маленькое. Они не колят и вообще супер удобные. 3 размера, никаких вот этих вот собраний по 100-500 игл, которые половина точно не нужны и никогда не пригодятся. Ну, в общем, классный вариант. Мне понравилось и всем рекомендую. И последняя покупка, она супер такая дурацкая. Я ее поэтому оставила на самый конец. Это динозавр в свитере. Что может быть лучше? Но тут динозавр не только в синем свитере, он еще в оранжевом свитере.
Ну, в общем, вот такие вот покупки у меня. Покупаю динозавров в свитерах и ни о чем не сожалею. Можете тоже поделиться своими какими-то такими около вязальными интересными покупками, что вы покупали такого интересного на около вязальную тематику, так скажем. И на этом я буду заканчивать свой ролик. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я все читаю и на все отвечаю. Подписывайтесь на мой канал здесь и в телеграм-канале. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока.